Всем привет, дорогие друзья, канал Ранчо у Санчо. И сегодня мы приготовим такое блюдо, которое подойдет каждому вашему уважаемому гостю. А почему? Потому что это будет мясное ассорти из четырех видов мяса. Здесь будет и баранина, и телятина, и свинина, и курица. То есть, кто что любит, тот то и поест. На столе у меня сегодня килограмм свиной шеи, здесь 800 грамм баранины, килограмм телятины и подложка голени. Также здесь будет лук, специи, это специи для шашлыка, уцхо-сунели, соль, смесь перцев и немного чеснока. Ребят, это блюдо можно приготовить не только на костре в казане, а также можно приготовить дома в утятнице, либо в глубокой сковороде. Приступим нарезать мясо. Берем свиную шею, нарезаем такие же кусочки, как на шашлык. Желательно чуть покрупнее, потому что это все будет тушиться. То есть, вот, кусочки. Да нарезали мясо, теперь подготовим лук. Мясо будет тушиться в собственном соку вместе с луком. Нарезаем его полукольцами. Лук. Лука должно быть, ребят, много, потому что будем укладывать это все слоями. Каждое мясо отдельно слоем. Поэтому прикрываться это будет все луком. И отсюда лука должно быть много. Лук будет давать причем сок. Ребят, донарезали лук. А теперь разжигаем огонь. Запуливаем казан. Казан на 8 литров. Наливаем туда растительного масла. Даем немного масла накалиться. Смазываем обязательно стенки казана и приступаем к жарке. Масло нагрелось. Отправляем первым делом баранину обжариваться. Обжариваем буквально по 5 минут. Все мясо. Ребят, мясо обжарилось в течение 5 минут. Достаем и будем обжаривать телятину следующую. Закидываем телятину. И телятина обжарилась 5 минут. Сливаем лишнее масло и достаем на тарелочку. Отправляем в следующую свинину. И также 5 минут обжариваем. Обжарилась. Достаем. И следующая это курица. Также зажариваем ее со всех сторон до золотистой корочки. Все, курица приобрела золотистую корочку. Достаем курицу. Все, и лишнее масло сейчас сольем и немного помоем казан. Все, ребят, помыли казан. Укладываем сюда лук на низ. Вот так вот. Первым делом, первый слой у нас будет из баранины. Укладываем баранину поверх лука. Огонь должен быть вообще уже маленький. То есть сильного огня у нас не будет. Посыпем немного приправами для шашлыка. Немножко уцхо-сунели. Посолим. И добавляем лук. Следующий слой. Накрываем это все луком. Выкладываем говядину, телятину. То же самое, немного приправы для шашлыка. Уцхо-сунели. Немного соли. И немного перца.
Следующий слой. Также укладываем лук. Ребята, ароматы уже стоят здесь обалденные. Все, укрыли мясо. Выкладываем свинину. Приправа для шашлыка немного. Уцх сунели. Соль. И немного перца. И курица пошла. Добавляем немного еще перца на курицу. Все, ребят. И отправляем сюда чесночка сверху. Все, и добавляем сюда 250 мл воды, чтобы просто это ничего не подгорело. И накрываем это все крышкой тушиться на малом огне. Ребят, прошло 1,5 часа. Вы посмотрите, это на медленном огне все отлично протушилось. Я уверен, мясо прям идеально приготовленное. Берем тарелочку большую, ляган, и достаем аккуратно. Мясо просто отслаивается уже от кости. Аккуратненько достаем. Будем стараться сейчас все достать слоями. Ребята, запах стоит, ну просто обалденный. Ну такое мясо не попробовать, ну просто грех. Вот, ребят, какое мясное ассорти у нас получилось. И курица, и свинина, и телятина, и баранина. Ну просто объедение. Прям 100 баллов из 100. Ребят, ну а осталось это все просто попробовать. Давайте возьмем немного, вот так вот по целому кусочку. Это у нас будет курица. Вот так вот у нас будет свинина. Вот так вот у нас будет телятинка. Вот так вот у нас будет баранина. Давайте все это разрежем, посмотрим, что это вообще внутри получилось. Вот баранинка. Отлично. Просто вообще сварилось, пропеклось. Я не знаю, как это уже сказать. Очень вкусно. Телятина просто расщепляется. Она уже вот она разваливается. Мясо очень вкусное, очень будет нежное. Свинина. Вот она, свинина. Она вся готова. Ну и, соответственно, курица. Ну что и будет? Она вообще вот она отделяется. Ребят, начнем с курицы. Последнюю закладывали. Первую попробуем. Правда, горячо, наверное, еще. Ну ладно. Мягкая, вкусная курица. Что может быть лучше? Попробуем свинину. Свинина прям еще сок бежит. Ребят, свинина обалденная. Специй хватает. Я бы немного еще бы досолил, может быть, поперчил бы. Мне этого не хватило в данном блюде. Но когда будете готовить вы, чуть-чуть досолите, чуть доперчите. Попробуем телятину. Телятина, она прям вся разваливается. Ребят, телятина обалденная. Кстати, я боялся, знаете что? То, что когда мы будем это все тушить, баранина даст свой свой необычный вот этот вот вкус всем видам мяса. Нет. Каждое мясо пахнет и по вкусу осталось же свое. Телятина немного молочком отдает. Вкусненькая, обалденная, пряная. Специй хватает. Ну, ребят, осталось попробовать баранинку. Баранина тоже мягкая. Обалденно. Ребят, чисто можно. Чисто вот мужская такая вот, мужская мясная тарелка. Просто вообще красота получилась. Все виды мяса есть. И все очень вкусно. И все в собственном соку. Все в луковом соке. Это все пропеклось, протомилось. Все очень мягкое и вкусное. Ребят, готовьте вот такие вот блюда, когда приезжают гости. Это потрясающе. Это обалденно вкусно.
Ну а мы с вами попрощаемся. Пишите в комментариях, если вы приготовите такое же блюдо, либо если же вы готовили такое блюдо, как оно вам на вкус. Нам очень понравилось, надеюсь, вам тоже. Ставьте свои лайки. До скорых встреч, пока!